Всем привет, с вами Романчес, и сегодня мы разберем историческую партию между Шлецером и Чегориным в латышском гамбите. Эта партия примечательна тем, что Михаил Чегорин просто уничтожил своего соперника в дебюте, играя за черных всего за 12 ходов. Шлецер играл за белых и начал Е4, Чегорин отвечает Е5, и после конь F3 Михаил Чегорин не только не защищает пешку на Е5, но и подставляет свою пешку F под бой. Это и есть латышский гамбит. По сути, довольно рискованное продолжение за черных, но учитывая, что белые далеко не всегда знают теорию, у черных здесь неплохие шансы. Также этот дебют еще известен как контргамбит Греко, ну и также можно его назвать королевским гамбитом за черных. Самые сильные здесь продолжения за белых — это взять пешку конем на e5, ну или сыграть слон c4. Однако последовал ef, белые отвечают так в этой партии. Тогда черные играют конь c6, защищают свою пешку на e5 и далее слон b5. Смысл этого хода в том, чтобы потенциально связать черного коня и не дать черным захватить центр. Сейчас они не могут провести d5, потому что последует конь e5 и большие проблемы для черных. Ну а в партии Михаил Чегорин отвечает слон c5, просто развивает своего чернопольного слона, и далее последовало взятие коня на c6. Абсолютно ненужная погоня за пешкой, белые решили выиграть пешку на e5, но черным это только помогает развивать фигуры, они забирают dc, и сейчас то, что у них сдвоенные пешки, это совсем не беда, зато у них открылся и ферзь, и слон. Далее белые забирают на e5, как и хотели, черные в свою очередь забирают на f5 слоном. И здесь вот последовал ход ферзь h5 шах. Белые, вероятно, решили, что перехитрили своего соперника, а лучше им было здесь просто продолжить развитие своих фигур, сделать 2 нуля, ну и все в этом духе. Тогда Чегорин отвечает просто g6, и белые выигрывают еще одну пешку путем конь g6. На это и был построен их расчет. Сейчас для черных грозит скрытый шах после отскока коня, плюс зависает ладья на h8. Например, если черные заберут этого коня слоном, тогда белые просто отыграют фигуру и останутся с двумя лишними пешками. Но в партии Михаил Чегорин сыграл гораздо сильнее, он забрал этого коня пешкой h, тем самым жертвует свою ладью на h8, но белые, конечно, ее забирают. И сейчас у черных под боем еще и любимая фигура Михаила Чегорина, это конь на g8. Однако все это не важно. Играет Чегорин ферзь e7 шах. И сейчас выясняется, что перекрыться от шаха белым нечем. Придется просто отойти королем. Они отходят на d1. Можно было сыграть тоже король f1, но это ничего не меняет. Кроме того, у белых сейчас только одна развитая фигура — это ферзь, а все остальные фигуры не активны, а у черных очень активные фигуры. И это начинает сказываться. После король d1 в партии Чегорин отвечает слон f2, взятие, забирает эту пешку. И сейчас выясняется, что на следующем ходу уже висит мат на g4. Можно было попробовать здесь белым защититься путем h3, защитить поле g4, но тогда последовало бы 3 нуля, затем ладья e8 и неизбежный мат, так или иначе. Но в партии белые пускаются во все тяжкие и забирают конницу на g8 с шахом. Но Чегорин, конечно, этого так просто не оставит. Он играет пока король d7. И ничего страшного, что зависает ладья на а8. Брать ее сейчас нельзя, потому что все так же висит мат на g4. Тогда белые отвечают ферзь c4, пока защищаются от мата. Но это только временно, потому что Михаил Чегорин находит сильнейшее продолжение в этой ситуации. Это ладья e8. Грозит смертельное вторжение ферзя на поле e1. И в этой ситуации белые просто сдают партию, так как если попробуют защититься, например, d3, то последует просто ферзь e2 мат. Ну а если попробовать сыграть в этой позиции d4, тогда слон g4 отвечаем, шах, король отходит на d2,
и ферзь Е3 мат. Так или иначе, мат для белых неизбежен. Если вам понравилась партия Михаила Чигорина, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видосы. Всем пока!